Каждый раз, когда мы приезжаем на стройку, то думаем, что вот сегодня будет легче, чем в прошлый раз. И каждый раз мы ошибаемся. Работа постоянно усложняется, меньше ее не становится. Месяц назад мы думали, что копание ямы было самым тяжелым. Через неделю установка каркаса была самым сложным этапом проекта. И так постоянно. А потом наступает сегодня, и опять много проблем, с которыми придется бороться. Но в любом случае назад дороги уже нет. Не за горами зима, и надо закончить все наружные работы. Расслабляться будем потом, сидя у теплой печки во время снежной бури. Здравствуйте, дорогие зрители и подписчики канала Лесной Строитель. Меня зовут Алексей, и со мной сегодня Евгений с канала Лесной Кот 63. И, как обычно, мы приехали на стройку домика под землей. Грандиозные планы, естественно. Погода сегодня нас радует, не жарко, слава богу, жара спала. Так что можно спокойненько работать и не потеть. Приехали сегодня рано утром, но, честно говоря, конечно, мне больше нравится приезжать в ночь. Но так сложились обстоятельства, поэтому с корабля на бал попали сразу. Те, кто подписан на мой телеграм-канал, наверняка видели, как эти бревна я сюда приезжал, заготавливал. Бревен заготовлено достаточно много для того, чтобы выложить, ну, как минимум одну стену точно. Сегодня надо выложить. Как там пойдет, опять неизвестно. Может быть, все опять пойдет не по плану, и мы займемся чем-то другим, посмотрим. Ну и было бы здорово, конечно же, сегодня еще и начинать раскапывать вход. И как раз весь песок оттуда, который будет доставаться, будет потихонечку раскидываться сюда, на эту стену и на ту стену. В общем, фронт работы понятен, настроение боевое. Садитесь поудобнее, желаем вам приятного просмотра. Женька приступил к работе, обрабатывает бревна от сучков. Ну, а я здесь буду разравнивать площадку под первое бревно. От первого бревна зависит, в принципе, все. Как оно ляжет, так и пойдет стена. Ровно, неровно. От этого очень много зависит. Короче говоря, зачищаю площадку от песка. Он опять тут осыпался у стены. Все это выбираю, убираю. Никуда увозить на тачке не буду. Просто вот здесь складываю по центру. И потом этим же песком будем засыпать бревна. Так. Чуть-чуть. Хватит. Я думаю, нормально. Половина. Можно еще? Чуть-чуть, но мне... Во.
Все? Раз, два, три, 4, 5, 6, 7. 7 бревен уже выложили. И что-то так увлеклись, что не до разговоров было с вами, с уважаемыми зрителями. Еще остается, наверное, ну, штук 6, я так думаю, выложить. Песка уже не хватает. Будем пользоваться опять древней технологией землянка строителей и закидывать все мусором. И пойдем уже дальше в этот угол. Бревен у нас есть пока с запасом. По крайней мере, я на это надеюсь, и в это хочется верить. Ну, что, работа идет, это радует. Сразу попутно раскапываем вход. Я думаю, вход будет отлично вписываться в проект именно подземного дома. То есть вход будет тоже скрытным. Лестница, сверху двери распашные. Ну, может быть, одна, может быть, две, наверное, две. И внутри будет еще одна дверь. Будет отсекать весь холод зимой. А если получится весь дом засыпать песком, то, соответственно, и мороз, холод никак не достигнет внутреннего помещения дома. Главное успеть все засыпать до осени. Еще бы и печку поставить, было бы здорово. Но, в крайнем случае, буржуйку привезем. Опа. Видели, какая теперь у нас тачка крутая? Прям как черный бумер. Специально покрасил для того, чтобы вот этих вот красных ручек не было видно. Эту стену почти закончили. Сейчас немножко мусора выкладываем валежника. Еще, может быть, чуть-чуть песка подсыпем, одно бревно положим и пойдем на эту стену следующую, чтобы нам проложить стык тентами и тоже, чтобы этот угол можно было спокойно засыпать, чтобы он нигде там внутри не обваливался. Где длиннее сторона? Вот эта, да? Да мне кажется, он вообще квадратный. Не-не-не, вот это 5, по-моему, это 4. Попался, может быть, понять. Давай. Да, это почти 5. А, да можем уронить же, какая разница.
Роняй. Погода, конечно же, радует. Вроде бы, да, такие тучки дождевые, но дождя нет. И это не просто так. Да, сюда, в это место, я стараюсь выбирать дни для поездок без дождей. Дело в том, что дожди размывают дорогу, и на машине близко подъехать не получается. Вот 3 дня назад буквально хотели поехать на стройку. Открою прогноз погоды, и он для нас неблагоприятен. Алиса, покажи карту осадков Самарской области. Открываю. Ливень весь день. В итоге остался дома и занимался своими делами. Но, конечно, осенью в любом случае придут дожди, и от них уже никуда не денешься. Буду искать выходы из сложившейся ситуации уже потом. Но я думаю, будем сплавляться по реке, пока есть возможность, пока вода не станет слишком холодной. Ну а когда уже совсем холодная вода будет, то придется сделать, наверное, паузу и это место не посещать. Ну а там уже и зима придет, и можно будет на мотобуксе сюда добираться по реке по льду, да и на лыжах ходить. В общем, разберемся еще. Все, наконец-то мы закончили хотя бы одну стену. Сейчас посмотрим, насколько хватит сил, возможностей и, самое главное, материалов для того, чтобы закончить все-таки вот эту стену. Там маленький вот этот промежуток, маленькими бревнышками выкладываем, засыпаем. Ну и по времени будем смотреть, отталкиваться. Если уже будет слишком поздно, то, естественно, нужно будет готовить ужин. Уже и так есть хочется. В крайнем случае добьем завтра. Полностью закрытый угол. Да. И дуть не будет. Ну, кстати, ветра уже здесь прям не чувствуется. То есть, когда мы выходим наружу, немножко там есть ветер такой, гуляет чуть-чуть. А здесь прям вообще комфортно. Благодать. Посмотрите, какой чистый лес становится. Везде здесь был валежник. Я его пилю и потихонечку убираю. Ну, до этого Женек туда таскал его.
Еще там напиленный лежал валежник. Теперь я здесь бензопилой напилил. Пилю преимущественно совсем хлам. То есть вот уже бревна явно гнилые, вот они лежат. От них толку уже никакого. Только можно их использовать как заменитель песка на стену, да? Чтобы повыше уровень поднимался. Раньше, помню, сюда приходишь и все было завалено валежником. А сейчас уже все аккуратненько становится, так радует глаз. Вот они, бревнышки лежат. Напиленные, гнилые, упавшие, все уже прогнившие, сгнившие. Вот, раз, сейчас уйдет. Еще раз, уйдет. И так постепенно проход туда до поляны земляничной прозачистим. Ну и, конечно, попутно будем забирать хорошие бревна себе для стройки. Но пока хороших я не вижу, вижу один хлам. Работа у нас опять закипела. Есть хочется, но мы решили все сделать до талого прям. Сколько вот у нас сейчас есть бревнышек я напилил. Женька обрабатывает их прям вот, надеюсь, вот до сюда хватит. Вровень с этой стеной. И пойдем за водой готовить макароны с тушенкой будем. Это у нас легкий перекус. А ужин у нас будет намного интереснее и вкуснее. Все, стену мы почти закончили, по крайней мере, одну ее часть. Еще остается вот эта часть, дойти до крыши. Завтра засыпем все это дело. И, короче говоря, одна стена точно будет готова. Сейчас туда несколько тачек песочка подвезу, раскидаю. Женька занимается костром. И потом на речку умываться. И уже пора будет отдыхать.
Наконец-то домик наш погружается постепенно под землю. С этой стороны уже прям почти под крышу песка. Завтра совершенно точно добьем эту стену. Ну, хотелось бы единственное понять, хватит ли вообще нам песка на все стены. Ну, получается, что вот на эту стену, в принципе, наверное, песка хватит, используя мусор и валежник. Ну, естественно, это мы тоже закроем песком, нормально засыпем. Тут осталось-то он чуть меньше метра. И остается еще вот эта стена. На эту стену, скорее всего, мы здесь сделаем водоотводную канаву. И оттуда будем использовать песок, тоже засыпать сюда. Тоже, скорее всего, хватит. Плюс ко всему здесь еще будет вход подземный. И у нас остается огромная куча песка вот здесь. Здесь прямо перед фасадом дома, который тоже, по идее, должен быть спрятан под землей. Но, не знаю, может, имеет смысл вообще сделать какое-то окно в лицевой части дома. Ну, не в лицевой части, а в лицевой части, да, пусть будет так. Здесь окно какое-то сделать, чтобы был красивый вид. Можно было наблюдать за природой, окружающей в окошко из теплого дома. Ну, или бы не заморачиваться и просто все нафиг закопать. Тогда будет вопрос стоять со светом, с освещением. Песка, в принципе, тоже должно хватить, чтобы лицевую сторону закопать. А вот с крышей будет тяжко. Ну ладно, не будем сбегать вперед, посмотрим. Пришли на речку, здесь опять лосиные следы. Лось не угомонится никак, ходит. Ну или лосих. Да, наверное, на водопой. Да, наличие воды, конечно же, решает. Фильтр с собой сегодня принесли. Конечно, он не предназначен для фильтрования такой воды, но хотя бы какой-то там осадок, да, он будет убирать, то есть задерживать в фильтре какую-то грязь. Мы ее будем кипятить, воду. По сути, вообще можно из реки набирать через марлю, немножечко процедить там, да, и вскипятить на костре. Пока у нас такой тут бардачный угол, скажем так, тут и вещи все лежат. Вот и полочка оборудованная теперь появилась. Посуда, чашки, ложки, губки принес. В общем, сахар, чай, все, что нужно для быта такого, настройки.
Что же сегодня будем мы готовить? Взяли вот такой вот огромный шмат мяса. Будем его готовить по-бушкрафтерски. Уже как-то раз я это делал. Да не один раз, уже два, по-моему, раза. Мне больше всего нравится этот до боли простой рецепт. Найти ветку какую-нибудь, сделать из нее хорошую такую заостренную, как сказать, ну типа вилки, да, то есть здесь вот эти сейчас концы заострю. И насажу предварительно обмазанное растительным маслом и специями мясо. Поставить около костра и готовить, ну, там, час-полтора там, до готовности. И еще картошечка, которую мы уже помыли. Кстати, смотрю, картошка такая прикольная. Ну вот, я не знаю, кто-то разглядит, нет? Глаз, нос, рот. И тут шишка от бревна, упавшего на голову. Ладно, не переживай, мы тебя съедим. Картошечку сварим просто в котелке. Слушай, да, 5 картофелин таких огромных вообще влезли. Сейчас посмотрим, что получится. Ну, 4. Самое главное, что я хотел сегодня, это вручить тебе от подписчиков, скажем так, да, и в том числе от меня, потому что подписчики насобирали, ну, примерно половину, задонатили на камеру GoPro, которую ты когда-то хотел, ну, просто заикнулся, то есть никаких там просьб, требований, еще чего-то никогда в жизни не было, просто Женька сказал, там, что-то вот хочу там через месяц купить. Я подумал, почему бы, собственно, не сделать так, чтобы человеку было хорошо, и, в принципе, может быть, это как-то изменит его жизнь в лучшую сторону. Поэтому, да, то есть я тебе сейчас вручаю такой пакетик, ты пока можешь открыть, посмотреть. Там камера, там флешку я тебе купил. Ну, как не я, а я и подписчики, да. В итоге было собрано 11 250 рублей. Со своей стороны, я, как обещал, добавил столько же, даже, ну, еще чуть побольше. И полный, скажем так, фарш тебе собрали мы. То есть карта памяти, пауэрбанк. Еще, кстати, вот, еще баф вот такой вот. Ну, я не знаю, будешь пользоваться или нет. Короче, это такая штука от защиты от ветра. Можно там на голову, как под головной убор надеть. Тоже термировский хороший баф. А здесь камера, ну, все, что положено, все, что и должно быть. Да, и сумочка, сразу все есть у тебя. Ну и даже еще вот такая селфи-палка. Дело в том, что когда-то мою жизнь изменили видеоролики Дмитрия с канала Походный Оптимист кардинально. Ну, может быть, каким-то образом удастся повлиять на твою жизнь тоже. Надеюсь. Было бы здорово. Большое спасибо хочу сказать за такой подарок Алексею, вам, подписчики. Мечта сбылась. И надеюсь, ролики я буду снимать чаще и качественные. Ну все. Пожму руку. Спасибо. Так что хотел бы сказать большое спасибо подписчикам, которые поучаствовали в этом добром деле. Вас было мало, но вы были в тельняшках, как говорится. Список тех, кто
переводил деньги, сейчас вы увидите на экране. И, соответственно, суммы в иерархическом порядке от большего к меньшему. Кстати, да, в первую землянку, помимо Юрия, еще вот и Женек ходит периодически. Тоже там за порядком следит, наводит порядок. Так что, если кому-то интересно, то на его канале Лесной Кот 63 тоже можете посмотреть. Там все пока в порядке, пока никто еще не сжег землянку, слава богу. Ну и, возможно, в скором времени будет такой, довольно-таки грандиозный для меня, по крайней мере, поход. И, возможно, как раз-таки мы посетим мою первую землянку. Вот каждый раз сюда приезжаешь, вроде думаешь, ё-моё, сколько работы предстоит. Настроение сразу в ноль уходит. Но каждый раз вечером, когда мы сидим у костра и понимаем, что проделано просто дохрена работы, мы понимаем, что да, вот именно за этим мы и приезжали. Чтобы увидеть, как дом растет. Пусть не на дрожжах, но потихонечку все поднимается. Там стены поднимутся, немножко песком засыпется здесь. Потом и там все будет нормально. А главное, поражают масштабы. То есть, честно говоря, скажи мне кто-нибудь там 2 года назад, что я займусь строительством вот такого вот, довольно-таки серьезного большого дома, я бы не поверил, честно говоря, да. Я и сейчас не верю, то есть, в происходящее. Неужели, да, то есть 6 на 6 метров, вы сами помните, да, буквально там 1,5-2 месяца назад, я еще один тогда приезжал, начинал копать яму, вот на этом склоне не было ничего, а сейчас уже здесь, практически дом. Это реально круто. Сюда бы топорик с землянки в горах. Колун. Колунчик. Да. Дрова сами раскалываются при виде топора. Лично я не вегетарианец, поэтому для меня мясо всегда вкусное. Идеально. Время 7 утра, мы проснулись. Дубак, конечно, невероятный. Блин, плохо видно, но, короче говоря, пар идет. Мне кажется, ночью была около 0 температура, потому что конкретно мерзли. И это несмотря на то, что ночью мы перед сном закрыли все-таки тентом эту стену. Здесь бревна какие были, положили, чтобы поменьше поддувало. И чтобы лучше задерживался теплый воздух в доме. Ну и здесь вот этот угол тоже тентом затянули.
Тут тепло прям. Единственный дымок. Ну ничего, кстати, он нормально уходит у нас в наше будущее окошко. Такую нишу не зря мы оставили. Это еще кто? Если знаете, напишите в комментариях. Нет? Идеально. Да? Да. Эту стену мы доделали. Все готово для того, чтобы ее уже накрывать и засыпать песком. Сейчас для герметичности, дабы исключить попадание воды внутрь от гниения стен, накрываем тентом внахлёст, где-то, наверное, вот сюда по крышу. Засыпаем песком, закидываем мусором. Все, погнали. Погнали. Ну и прикол, мои ботинки, не знаю, как пойду. О, все, уже там кирдыком. И здесь, и здесь. Ну, конечно, они для леса не предназначены, для стройки. Ну, я вообще сюда люблю, не сюда, а вообще люблю в леса приносить обувь, убивать ее. Еще ту, которую не убил. У меня еще кроссовок там пар 5, наверное, дома есть, которые можно ушатать. Вот. Все, у нас сейчас перекур.
Это знак. Слышите? Кап, кап, кап. Шум дождя. Это знак, что нам пора собираться. Я не знаю вообще, как у нас сил хватило на все, что мы сделали. Но поработали на славу. Ну все работы у нас завершены. Стену доложили. Прям такая хорошая стена получилась. Под потолок. Что-то немножко похрустывает даже. По всей видимости, усадку дает дом. Ну, не дом, а песок, наверное, там проваливается где-то за стеной. 2 трудодня прошли тяжело, но самое главное успешно. 2 стены даже, получается, выложили. И ту, и эту. В следующий раз остается уже выкладывать вот эту маленькую стенку, засыпать ее с той стороны песком и также заниматься раскапыванием входа. На этом у нас на сегодня все. Спасибо, что посмотрели это видео до конца. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, кто не подписан. Оставляйте комментарии с вашими какими-то, может быть, идеями творческими по поводу нашего дома, который мы строим. Это был канал Лесной Строитель. Меня зовут Алексей. И канал Лесной Кот 63. Меня зовут Евгений. Пока-пока. До скорой встречи. Открываю прогноз погоды, и он неблагоприятный. Открываю прогноз погоды, и он для нас неблагоприятный. Открываю прогноз погоды, и он для нас неблагоприятен. Ну это реально прям черный бумер. Вообще кайфовый. А дискориты какие модные. Я думаю, все-таки домик должен получиться хорошим. Но он просто обязан таким быть. Потому что всю душу сюда вкладываем.